Я пытался там свои нервы запихать себе куда подальше, тупо сосали. Слышал, вы ходили в баню уже? Нет, мы еще не ходили в баню. Пока не ходили? Идеальный тиммейт — это я сам себе. Он был самым ужасным кем, который был в моей жизни. Момент на СВП на кэше — это халява вообще, как ты считаешь? Упал в упор, стрельнул с АВП, там, тогда я понял, что это моя игра. Я вообще думал, почему не я? Вот, знаешь, Привет, Даур, давно не виделись. да, давно не виделись. Поздравляю с выходом в плей-офф. Учитывая, что в новом составе вы играете недавно, сам ты знаешь стиль Зевса, то есть ты с ним, сколько вы, 1,5 года? Да, мы 1,5 года вместе играли. Да. 1,5 года вместе играли. Я как-то пытался понять, как он мыслит, там какие-то его видения игры. Для меня это до сих пор остается загадкой, потому что, когда, допустим, он капитанил и говорил некоторые вещи, они были такие настолько простые вещи, но когда он это говорил, все складывалось именно так, как надо было сложиться. Я вот, к примеру, там у нас был турнир, не помню, он сказал, я спрашиваю: Даня, что будем делать? И он говорит: не знаю, говорит, пойдем на Б выйдем. Ну, знаешь, типа, пойдем на Б выйдем. Вроде простой кол, то есть нет никакого там каких-то замысловатых тактик или что-то. Он говорит, просто выйдем на Б. То есть ты просто выходишь на Б. И мы вышли на Б, я помню, я выходил первый, я помню, как я подловил чувака, который держал один на Б, он стоял с гранатой в руках. То есть это магия, это, я не знаю, как это как работает, но оно работает. Вот именно когда говорит Даня. Вот, допустим, я скажу, пойдемте на Б выйдем, нас там будет двое встречать, и нас просто уничтожат. То есть Даня чувствует, когда... Да, у него есть какое-то такое чувство свое внутреннее, что он просто говорит, и есть свое какое-то везение в этом плане, потому что, ну, как можно подловить чувака с гранатой. И такое часто встречается. Таких очень много моментов было. Именно, что именно так и случалось. Мы просто не будем долго задерживаться. Понимаю, Нико капитанит, и как по сравнению с Даниным стилем тебе работать сейчас? Даня, у него такой большой опыт капитанства, он чувствует, там, скажем, карту, игру. Также и Нико. Нико вообще, я удивился, что он такой талантливый игрок, очень даже. Он не того типажа игрок, который там ищет фраги постоянные, он их жестко отрабатывает, эти фраги. Он очень жестко много потеет, он очень много играет ДМ, он очень много играет Counter-Strike, он посвящает, можно сказать, всю свою жизнь этой игре. Также меня удивило то, что у него есть чувство и понимание карты, в целом передвижения и соперников, и вот то, что он капитанит так, и он при этом концентрируется на своей игре, это для меня тоже. То есть вообще подходы может быть разные, как у Зевса и у Нико, к капитанству, к видению, но мне нравится как и тот, и другой, как капитанит, поэтому я не могу даже сравнивать их. Это совсем разные люди, разные, не знаю, стили, все по-разному. Как тебе вот выступать не за СНГ коллектив? Вот ты сейчас в европейском коллективе. Какая разница? Чувствуется, не чувствуется? То есть... Понятно, что менталитет, подход ко всему. То есть у европейцев немножечко все более профессиональнее, чем у СНГ. Я беру СНГ в целом, в общем. Я не беру там отдельные команды. Нави, понятно, что она там профессиональная команда, там гамбиты мы были. Есть много просто очень молодых СНГшных составов, коллективов, которым не хватает именно профессионализма. Я так заметил, ну, понятно, Фейс — это команда высокого уровня. Я понял просто именно в плане ментальности игроков, как они мыслят, как они думают, и в этом есть большое отличие. И для меня это необычно прийти такой в коллектив. Для меня это как раз такой новый челлендж. То есть я для себя бросил вызов, можно сказать. Я сейчас очень сильно стараюсь привыкнуть к этому, потому что мне приходится говорить на английском и думать на английском. А это сложно, когда ты никогда не играл, так сказать, в англоговорящей команде. Это сложно к этому привыкнуть. И я сейчас
сейчас я уже чувствую более комфортно, чем я чувствовал себя месяц назад. У вас весельчак, кто самый серьезный, кто вообще вот, какая у кого вот именно человеческая роль, как вот вы подпитываете друг друга? Я так вспоминаю, кто как, вообще могу сказать, что весельчак, наверное, если не брать меня, конечно, само собой, то скорее это Нико, он такой заводной, молодой, шальной парниша. Серьезный у нас скорее Олаф, он такой серьезный, но он любит тоже пошутить. Там у всех хорошее чувство юмора, мне это нравится, все шутят друг другом, и все понимают шутки, никто не воспринимает эти шутки там близко к сердцу. И это круто. И, скажем, у каждого есть своя какая-то изюминка. Там каждый подпитывает, как ты спрашивал, каждый подпитывает друг друга. Все разные, абсолютно разные люди с разным менталитетом, возможно, там, потому что словак, норвежец и швед, возможно, они одинакового менталитета. Ну, допустим, боснийц, это и казах, такая вот, и серб еще, тренер, это такая необыкновенная команда так получилась. И что мне нравится, у нас есть какая-то гармония. То есть я почувствовал это. Я не чувствую, там, что кто-то где-то отделяется, как-то он там чувствует себя дискомфортно. Такого нет. Я пришел, я почувствовал себя реально, как будто я с этими парнями знаком уже там, много лет. Ну, я с ними как раз много лет знаком, но я думал, что я с ними играю уже очень много времени. Просто я не привык говорить на английском. С Рейном похожие прически. Это вы проспорили или, кстати, очень хорошая, кстати, очень классно. Спасибо, спасибо. Это что вообще? Это какой-то знак или что это значит? Совпадение такое. Это я сам удивился. Я показал Рейну, говорю, смотри, мы играли игру первую. Я говорю, смотри на наши фотографии, типа, они похожи. Нет, так сложилось то, что вообще есть предыстория этому, почему это так случилось. Мы играли Краков, все помнят его. И перед Краковом мы снимали видео «Лада Седан», где я был с золотыми зубами, ставками. Я решил поехать на этот мажор, такой, знаешь, на веселе. Взял с собой эти ставки, золотые зубы. И как-то приукрасил, не знаю, свой быт на турнире. И я думаю, Польша, мажор. Надо что-то поменять, надо что-то сделать. Я думаю, что же сделать. И листал, и смотрел, увидел, наткнулся на пепельный цвет волос. Сейчас он уже немножко у меня смылся, но пепельный такой он был цвет, я думаю, такой седовласый. Я думаю, почему бы нет? Давай. Я думал, я так сначала стремался, думал, красить, не красить, а потом думаю, если не попробую, то ничего не получится, знаешь, не надо бояться этого. И сделал, и вроде неплохо получилось. Я тоже думал в красный покрасить или в какой-то фиолетовый, но так и не решился, знаешь. Нет, ну это, знаешь, фиолетовый и красный, это совсем не то, что... Слушай, мне вот Гардин говорил, что они с командой Фейс, еще вот пока ты не пришел, они ходили вместе в баню. Фейс ходили все вместе в баню. Так. Ты такое слышал? Вы ходили в баню уже вместе? Нет, мы еще не ходили в баню. Пока не ходили? Нет, это для меня, ну то есть, не знаю, ну... И если мы сходим в баню, то я расскажу свои впечатления, так сказать. Хорошо, как-нибудь это обсудим. Да, интересно, какие же впечатления могут быть? Ты сейчас стенд-ин команды Face, все это знают. Это только на этот мажор или еще будут турниры? Какие перспективы у тебя сейчас в команде? Ну, пока мы договорились так, что я играю этот мажор, по окончанию мажора ребята уже будут принимать решения. Там, хотят оставить, не хотят оставить, как я сам хочу, то есть мнение, то есть будут учитываться все мнения, но не знаю, в данный момент я пока об этом не думаю, стараюсь об этом не думать, потому что я фокусируюсь полностью на турнире, а после уже будет что будет. Я за это не переживаю. Недосказанности нету, то есть вы все как бы обсуждаете? Да, все открыто, все, конечно, все открыто, все, нет никакой недосказанности, все предельно, все понимают, что происходит, и то есть все открыто. Все честно и открыто. Мы все знаем, что ты выиграл мажор с Гамбит. Люди считают вашу историю очень мотивирующей. Расскажи про успех. Ну, успех – это, наверное, получить то, что ты так желал, и именно приложил к этому кучу усилий. И именно ты получил это не просто, знаешь, там тебе повезло как-то там или что-то случилось, а ты именно вложил в эту душу кучу времени, там, потратил очень много своих нервов и именно получил то, что ты захотел. Это, знаешь, как, к примеру, я уже говорил об этом, там, добиваешься какой-то девушки, пытаешься к ней подкатить, и ты с ней там и так, и даришь ей подарочки, она все никак, и тут в один день бам, она твоя. И все звезды сходятся. Да, и ты такой думаешь, ну вот, и потом думаешь, ну, что делаешь, все, ты получил этого.
Я думаю, что как раз то, что ты получаешь, что ты желаешь, когда ты об этом мечтаешь, и при этом ты работаешь много, а не так, что тебе повезло. То есть работали вы реально много? Да, ты получаешь приз за свои труды. Ну, я знаю, что тебе задали на этот вопрос уже очень много раз. Может, мы напомним просто всем остальным, почему вы всегда всем говорили, что у вас не было ни буткемпа, или буткемп был, но неудачный, вы всегда проигрывали перед мажором, то есть все было плохо, в команде не очень, то есть и в итоге вы его выиграли. Что за магия? Да, так и было, я не знаю, ну, то есть вот это реально была магия, но я не скажу, что нам как-то везло, там, мы проделали очень большую работу до этого мажора, мы играли кучу времени вместе, проводили на буткемпах до этого мажора. И именно последний буткемп, который был перед Краковом, он был самым ужасным буткемпом, который был в моей жизни, потому что мы там эти 9-10 дней мы тупо сосали. Мы сосали и не могли выиграть никого. Мы проигрывали всем в щи, там 25-5, 22-8, там брали 8-5 раундов. У нас там истерика, мы не понимали, что происходит, там ругались. Я пытался там свои нервы запихать себе куда подальше, выйти на улицу, попинать мяч, потому что хотелось избавиться от этих вот негативных эмоций. Но, блин, я не знаю. Я думаю, что все-таки все, что мы потратили много времени, нервов, сил за все это время, я не говорю про последний буткемп, а именно то, что мы проделали до этого времени, последние там полгода, год, они окупились на этом мажоре. Ну вы, можно сказать, вы лан-команда были на то время, вы не онлайн-команда, вы чисто ланеры, которые знали, как играть ланы и как себя чувствовать. У вас чувствовалось, знаете, это... Вы были уверенными в себе, вы чувствовали силу и как бы не было детского сада, как я понял, никакого. То есть... Да, в этом есть тоже своя правда. Я, допустим, люблю играть больше на лане, потому что есть драйв, нету этих соперников, которые сидят в трусах дома, попивая чаечек в своем любимом кресле и которые закрывают тебя в ноль. Тут все реально, здесь эмоции, здесь присутствует страх. Я чувствую этот страх у многих команд, когда я их вижу. Не знаю, по ним видно это. Они уже по-другому себя ведут, по-другому говорят. И это тебя тоже подпитывает. В онлайне все немножко по-другому, это неосязаемо. Ты не можешь этого почувствовать, ты не можешь это как-то, не знаю, потрогать, что ли. На лане ты можешь увидеть все своими глазами. Ты увидишь, человек испугался, нет, как он себя ведет, нервничает. Это все влияет на твою игру и на твою уверенность. И ты думаешь, вот он, я его поймал, он у меня в руках. Все, это шансы. Описать идеального тиммейта? Ну да, кратко как бы. Блин, да, я скажу, что не бывает идеального тиммейта. Идеальный тиммейт – это я сам себе, да я ладно, шучу. Для меня важно, чтобы этот человек прикладывал много усилий. Если я вижу, что человек много работает и он хочет этого достичь, для меня это идеальный тиммейт, потому что мы исполняем мечту друг друга, мы помогаем друг другу. И самое главное здесь это слушать друг друга, выслушивать и выговариваться. Потому что если в команде никто не будет выговариваться, то это будет крах. Придет к краху. Как ты относишься к Симплу, Саше Симплу? И его прошлом, может быть, немного... Он похож на идеального тиммейта? Ну, честно, я отношусь к Сане Симплу очень хорошо. Мне нравится он как человек и как вообще как проигрок, потому что он нереально талантлив, он очень много работает. Я люблю таких людей, которые прикладывают максимум усилий для того, чтобы быть лучшим. То есть Саня это пример, там, не знаю, многим молодым игрокам, как нужно себя вообще, как нужно тренироваться, чтобы достигать больших успехов. Я, честно говоря, не играл так много с Саней в одной команде, потому что мы играли с ним вместе там, буквально месяц в Hellraisers, но это ни о чем не говорит, это нужно больше времени, больше, там, чтобы прочувствовать игрока. Но в целом я могу сказать, да, он похож на, можно сказать, идеального тиммейта, просто потому что слухов много разных бывает, что там он может рейджить, там все видели эти тимспики, как он рейджит. Но я думаю, что если команда хорошо готова, то есть все прикладывают максимум усилий, как я говорил, все на одной волне, все готовятся, все задротят и идут к одной цели, то я думаю, что сами не будет возникать никаких таких вот, так сказать, нервных срывов там. Ну, да. Вот, и поэтому это все зависит от тиммейтов тоже. Как говорится, не давай повода без повода. У него хорошо работает голова. Это заметно по играм, потому что он принимает такие
интересные решения в ситуациях, неординарные решения, на которые ты можешь сказать, типа, блин, почему я об этом не подумал раньше, типа, так можно было сделать, но это все же зависит также от стиля. Тот момент на с АВП на кэше, это халява вообще, как ты считаешь? Было? А какой момент на кэше? На кэше, где он спрыгнул с Нет, Heaven? ну, как сказать, халява. Это нет, этот момент, я считаю, что это нормальный момент. То есть этот момент, во-первых, он очень много тренировал стрельбу, он чувствует прицел. Во-вторых, он был на жестком хайпе, то есть у него такой, знаешь, у него был драйв, он чувствовал игру, он попадал все выстрелы. И когда ты чувствуешь каждый выстрел, каждое там передвижение, все, то такие штуки обычно залетают. Я не думаю, что это халява, это вполне нормальный фраг. Он упал, в упор стрельнул с АВП, там, то есть 50 на 50, засчитать, не засчитать с АВП, в упор с АВП. А того чувака, который стоял на Б-лобби, он просто убил, потому что он знает положение прицела. Потому что, допустим, я раньше, когда играл еще в 1.6, я очень часто там, помню, тренировался на им-карте без прицела. Я просто убирал прицел и тренировал стрельбу. И я чувствовал прицел. То есть мне было потом легко наводиться, там, когда я полуслепой был, такой, знаешь, и полузафлешный. Мне было легко наводиться на того в 1.6. В CSGO, когда тебя флешит, у тебя потеря. Поэтому, ну, я думаю, что это не халява, это он вполне нормальный, так сказать, скилловый. Помнишь ты вот этот момент, когда ты первый раз зашел в КС? Или когда вот ты почувствовал себя профессионалом? Когда я зашел первый раз в КС, я не помню, сколько мне тогда было лет. Я играл тогда еще, помню, Half-Life, так бегал. Мне брат говорит, там, говорит, игра вышла. Они там все в нее играли. Там, говорит, игра вышла. Там надо покупать оружие, там, террористов против там, ментов, там, все дела. И я помню, зашел, и как-то не сразу зашло, думаю, да, какая-то дичь. И пошел дальше Half-Life играть. А потом я начал тренироваться в Quake, играл очень много Quake. Периодически так играл чуть-чуть CS. Но в какой-то момент у меня это прям бзыкнуло, и я понял, что надо играть в CS. И все. И с того, как я поиграл профессионально в Quake, ну, то есть готовился, по крайней мере, играл много. Потом начал играть в Counter-Strike. Тогда я понял, что это моя игра. И когда я почувствовал себя профессионалом, это, наверное, когда я первый раз выиграл мой первый турнир в Казахстане, крупный. Это World Cyber Games в Казахстане в 2005 году, к которому мы готовились много, и мы его выиграли. Это первый турнир. Мы поехали в Сингапур, и там взяли второе место. Я понял, что все, вот я в киберспорте. Как говорится, мне часто задают вопрос: Адриан, скажи, как попасть в киберспорт? Ну, чувак, если ты играешь на турнире, ты играл, неважно, ты проиграл ты или выиграл, там, ты тренировался к этому командой, то ты уже в киберспорте. Вот и все. Вопрос такой, играл ты в CIS-лигу, как тебе то, что сейчас Зев сделал сервера в Казахстане? Вообще, я рад, что появился такой человек. Я вообще думал, почему не я? Ладно, не буду говорить. Я играл в CIS-лигу. Это нереальный прорыв для СНГ, для Казахстана в целом, что появились сервера, потому что об этом мечтали все. В Казахстане все играли с пингом 70, но теперь у них есть возможность поиграть с пингом 15 или 10. И это круто. Это реально круто. Сейчас казахстанский Counter-Strike должен очень подняться, но все равно это не то, когда ты играешь против европейцев. Такая внутренняя. Но это круто. Это уже шаг. Ну здорово. И последний вопрос. Твит Торина. По имени. Про вашу команду, что он написал. Про Фейс? Да. Что-то типа представитель до времени? Да. Ну это Тори, он всегда что-то говорит. Он болтает, когда ты видишь с ним онлайн, в мобайле откроешь, Он относится вообще. Ты хочешь ему что-то ответить на это, может, или... Я отношусь как к обыкновенному аналитику, который ищет хайпа всяких, пытается кого-то загонять, захайпить. То есть это его работа, знаешь, я с ним разговаривал, у меня адекватный человек. И да, он в Твиттере пишет всякое дерьмо, там, но я это воспринимаю как больше шоу. То есть вашу команду это не задело, вы прочитали, то есть... Мы даже не обсуждали, всем насрать, да. Спасибо, Адрен. Было приятно с тобой пообщаться. Алга Кизет.